Здравствуйте, дамы и господа. Сегодняшняя прогулка из исторического района Санкт-Петербурга под названием Пески. Такого названия нет ни на одной из карт. Название сугубо народное. Как и любой, наверное, топоним, который так или иначе рождается на местности, он характеризует эту местность. Собственно, почему Пески? Потому что эта местность образована. А что за местность, поясню. Мы сейчас находимся недалеко от станции метро Восстание. С одной стороны нас ограничивает Невский проспект, с другой стороны Лиговский проспект, с третьей ботанический отставить Таврический сад и Нева. Собственно, вот в таком мы квадрате. На этом месте, на этой территории когда-то давным-давно, буквально всего лишь 6000 лет назад, было море, после которого осталась большущая песчаная гряда, собственно, которая и дала название этому району. Протягивалась она от как раз Лиговского проспекта до Невы. Через Неву, получается, и там, где река Охта. Собственно, мы находимся сейчас в самом центре Песков. Раньше говорили: живу на Песках, живу в Песках, работаю в Песках. Все это понимали. Вот. Перед нашими глазами Рождественская церковь, или Церковь Рождества Христова на Песках. Это современное ее название. Достаточно недавно отреставрировано, даже отставить, восстановлено. Буквально, наверное, в 2020 году ее открыли, по новой возвели. Большевиками она была снесена еще в 1934 году. На этом месте был парк, сквер. Вот. Собственно, отсюда переходим к следующим топонимам. И чем этот район Песков характеризуется и узнаваем, это улицы с созвучным названием Советские. Они пронумерованы так же, как красноармейские в Семенцах, в которых мы тоже скоро будем. Собственно, перебежим наружу, никому не повредим. Вот от 1 по 10 советские. В былые годы это все были рождественские улицы. Опять же, так как Рождественская церковь, тогда это была Рождества Богородицы. Сейчас мы как раз находимся в створе 6-й Советской улицы. Район достаточно, несмотря на то, что близко к центру, очень спокойный, тихий. Единственная улица, которую вот мы сейчас перебежали, Суворовский проспект, про который скажу далее, оживленная. Все остальное прямо и перпендикулярно, как завещал Петр I. Собственно, в одном направлении современные советские улицы, а в перпендикулярном направлении Греческий проспект, Суворовский проспект, Мытницкая улица, что у нас там, Дегтярная. Очень исторически, можно сказать, сохранившиеся. Вот такие доходные домики.
Сейчас мы направляемся к Греческому проспекту. Он совсем не такой шумный. Пройдемся по нему. И посмотрим на красоты. Опять же, за счет того, что район достаточно плотно застроенный, дома преимущественно дореволюционные, современных построек очень и очень мало. Там несколько сталинок, несколько уже современного времени, пара бизнес-центров, жилых комплексов. Не сказал бы, что район, кстати, зеленый. Вот мы сейчас по 6-й Советской шли. Она, мне кажется, единственная, которая имеет с обеих сторон деревья, зелень. Другие улицы советские или совсем без зелени, либо с одной стороны. Вот мы плавненько вырулили на Греческий проспект. Так, давайте зарулим сюда. Смотрите, как кому-то повезло, и у кого-то пропал балкон, но его вернут владельцам. Из интересного и любопытного, что можно сказать о районе Пески. Главным образом это спокойный, чистый, несуетливый район. Расскажу чуть-чуть про, наверное, историю. Насколько мне известно, историю района, когда и кем он обживался. Мне кажется, это достаточно интересно. И, возможно, даже коренные жители Петербурга этого не знают. Перейдем. Собственно, на месте современных Песков некогда, как я уже сказал, было море, уже в веке 17 нашего тысячелетия было село Спасское. Была вроде как даже дорога до Великого Новгорода. Вот. Была некая окраинка такая. Лес. Место, наверное, самое высокое в Петербурге. Никогда никаким половодьем не затапливалось. Вот. Ну и к 18 веку начал строится Смольный собор, там чуть-чуть заселялось, вот. Ну и впоследствии Александро-Невскую лавру задумали строить из монастырей поблизости, то бишь Великого Новгорода, Старой Русы, Боровичей, выписывались, скажем так, рабочие, которые как раз таки, ввиду того, что Пески недалеко от Александро-Невской лавры, здесь они и располагались. Здесь организовывались их поселения, землячество, какие-то по объединению по профессиональному навыку, наверное. Поправьте в комментариях, как это по-русски. Вот. То есть все вокруг эти не селения, а дома, все строились вокруг Рождественской церкви. То бишь люд был рабочий, люд был простой, ремесленники.
А вот сейчас перед нами здание первой, можно сказать, детской больницы в Петербурге. По сей день таковым и является, что, в принципе, мне кажется, очень знаково и позитивно. Здесь сейчас поворачиваемся налево. Это большой концертный зал Октябрьский. Это привет советам. Вот. Дальше мы чуть-чуть пройдем по Лиговскому проспекту. Да, по левую руку у нас Лиговский проспект. Опять это, можно сказать, край Песков. Граница. И хочу вам показать очень интересное и красивое здание. Так, надеюсь, там зебра есть. Перебежать придется. Вот обратите внимание, как интересно интегрируется историческое пространство, современная архитектура. Да? Вот фасад здания исторический, а за ним пристыкован уже современный бизнес-центр. Пожалуйста. Очень хорошо получилось. В принципе, не выделяется. Глаз не режет. Так. Уже рядом. Кстати говоря, пока идем, упомянул, что выписывались как раз рабочие из монастырей Великого Новгорода, Старой Руссы, Боровичей. Об этом как раз в названиях улиц остались следы, то есть одни из улиц носят название Новгородская, Старорусская. Вот. И вот мы дошли как раз вот это здание в таком готичном стиле, с красного кирпича, абсолютно нетипичная для Петербурга архитектура. Это здание, сказать, что тоже, что ли, первый. Господи, как это выговорить? В общем, женская больничка. Сейчас узкоспециализированное, не помню направление, но тоже медицинское учреждение. Вот. Очень красивое. Прям лесохран какой. Перебегаем. Так, у нас сегодня мы получится по пескам, будем ходить по спирали. Сейчас подходим к 8-й Советской, которая здесь, можно сказать, заканчивается. Налево у нас уходит Некрасовская улица. Там парк Некрасова и прочее. Чуть-чуть краешком будет. Нет, не будет. Что я такое говорю? У нас все справа. Кстати, про Некрасовскую. Ныне это улица Бассейная. Именно по ней у Маршака Рассеянный ходил. Современная улица Бассейная находится на Парке Победы, но при Маршаке это было здесь.
Собственно, как бы мы почти рассеянные. Идем по Некрасово. Слева серое здание такое, как будто из цемента. Там часть его в лесах. Можно сказать, первый кооперативный дом в Петербурге. Дом бассейнового общества. Почему бассейново? Кто знает, черканите сейчас в комментарии. Я чуть-чуть попозже расскажу. Кстати, вот кому интересно, на этот балкончик можно зайти. Там хостел. Можно снять комнату именно здесь. Вот, Некрасовский сад. Здесь раньше были бассейны. Но не для купания, а собиралась вода. Как вы думаете, да? Для чего? Для фонтанов летнего сада. А почему? А потому что на месте Лиговского проспекта был Лиговский канал, который, собственно, это дело водой обеспечивал. Так, возвращаемся на греческий. Про греческий ничего не скажу. Была греческая слобода, были греки, было греческое посольство. А вот и хватит про них. В дом бассейнового общества, конечно, было бы интересно даже во двор зайти. То есть это комплекс там из 3 больших зданий. Интересно на самом деле. Но сейчас двор очень заросший, очень зеленый. И все в машинах. Все в машинах. Куда ни плюнь. Итак, угол 8-й советский и греческого. Наверное, даже мы по 8-й не пойдем. Мы сейчас вернемся на 7-ю. Там потише, поспокойней. Сейчас пользуюсь паузой, хочу спросить. Я надеюсь, кто-нибудь напишет. По ходу съемки. Кто-то меня просил быстрее, кто-то просил меня помедленнее кони, больше деталей. Как все-таки вы оцениваете и как вам больше нравится? Прошу написать все-таки подинамичнее проходы или вот с какими-то остановками и разглядываниями. Так, вот, сейчас мы по 7-й советской, наверное, почти насквозь ее пройдем. У нас по пути опять будет Суворовский проспект, Дегтярная улица, дальше там Мытницкая. Сразу тогда озвучу, пока туда идем, про Мытницкую. Почему-то мне раньше казалось, что это название от слова «мыть», «мыться», ибо там есть бани мытницкие. Также на этом районе еще есть бани дегтярные. Момент тоже интересный и исторически такой сложившийся, что в архитектуре того времени, в этих всех прекрасных домах, собственно, не было собственных ванн, и мыться ходили в общественные бани. Это было нормой жизни.
И ничего такого из ряда вон выходящего. А Мытнинская это, оказывается, не от слова «мыть». А Мытнинская упирается в Неву. Там были склады, там был причал. Торговцы там разгружали товар и платили пошлину. То есть от слова «мытарствовать», Мытнинская это. Пошлину платить, вон оно как. Ой, давайте-ка зарулим. Обратите внимание, 1885, историческая мозаика стоят, парадный. Прям представляете, да, как оно? Остатки былых печей, чьих-то квартир, переходов, флигелей, все дела. Как вам? Красота. Такие вот кованые перила. Можно сказать, наверное, представляете, у вас вот вход в квартиру такой. Наличие звонков. Можно к Степанову попасть на прием, к жильцу. Историчные двери. Красота. Наверх не пойдем. Время тратить не будем. Так, еще 2 этажа. Некая Алиса тут. Наверное, хостел. Вот, как я и сказал, помимо рабочих, ремесленников, простого люда, здесь были торговцы, купцы, склады, соответственно. В районе было много таких частных забегаловок, постоялых дворов. На Неве были переправы, организованы на ту сторону, частные. Вот мы уже как раз там 8-я, 9-я, 10-е советские и почти Таврический сад. Район хорошо застраивался уже в конце 18 века, начало 19-го, до революции. Это где-то 1900, может быть, 5-4 годы. Ближе к Таврическому саду, дорогими особняками. Прям шикардосы, мама дорогая. Не читая вот этим простым домиком с обычными окошками квадратными. Там мое почтение. Дойти мы сегодня до туда не успеем. Километраж получится приличный. А до Мытнинска дойти хочется. Вот так хорошо и органично в историческую застройку опять же вписываются жилые дома. Спорно, кому-то не нравится вот там на самом верху, да, застекленный балкон. По мне нормально. Хоп, опять рождественская церковь. Красиво? Красиво. То есть никаких многоэтажек. Все плюс-минус этажность историческая.
Опять же, вот идем, да, по 7-й советской, ни одного дерева. 6-я советская с двух сторон. Дегтярная. Должен сказать, что как раз вот по правую руку там уже Невский. Там в начале Невского те самые дегтярные бани работают до сих пор. Хотите ощутить прелесть и соблазн общественных бань задорого, обращайтесь туда. Там вас и намоют, и накормят. Говоря про Суворовский, кстати, проспект, следует отметить, что, опять же, очень интересный факт. Быль это или вымысел, решать вам самим. Я лишь расскажу, что знаю. За что купил, зато продал. Суворовский проспект не всегда был суворовским, как и советские улицы не всегда были советскими, да, были рождественскими. А как это в советское время? Рождественская улица. Да не гоже. Советская улица. Ну и Суворовский проспект был назван таким. Было это все приурочено к дате столетия со дня рождения Суворова. А до этого он чуть-чуть был и чуть ли не советским просто проспектом, а до этого это была Слоновья улица, ребят. Слоновья. Почему Слоновья? Потому что слоны были на том месте, на котором сейчас. Ой, красота. Вот. И чуть отступлю, как раз вот в этом здании, если я ничего не путаю, были бани. А мы как раз дошли до Мытнинской. Вот там сейчас у нас в ряду один из бизнес-центров настроенных. Кстати, по-моему, на том месте было раньше казармы Преображенского полка. В году 2000-м все это дело похерили и построили бизнес-центр. Так вот, о чем это я? О Суворовском. На месте современной гостиницы Октябрьская были вольеры, что ли, или в принципе вдоль современного Суворовского проспекта, заглянем назад, были вольеры со слонами. Еще не совру, но, по-моему, Анне Иоанновне еще персидскими там шейхами, патишахами дарились слоны. Слонов надо где-то было содержать. Ну, собственно, так как современная площадь Восстания это было еще окраина, Александра Невской лавры еще построено не было, Невского проспекта как такового еще не было. Ну, вот на окраину слонов закинули, жили они тут, их тут выгуливали. Суворовский проспект не был связан с Невским. Он доходил только до современной Второй Советской. Уже более позднее время проложили дорогу до Невского. И как раз вот «Быль или правда» заключается в том, что слово «слоняться», то бишь ходить за слонами по Слоновьей улице. Потому что ж это ж животное, это диковинное. Правда же? Из нас-то не каждый вживую слона видел, да?
А тогда и подавно. Вживую, я имею в виду, вот своими глазами, не по телевизору. Вот такие у нас жители. Ну и вот Слоновья улица, пожалуйста. Ныне Суворовский проспект. Как раз заканчивается он, точнее, он-то не заканчивается, он продолжается до Смольного. Но там есть отворотка на Таврическую улицу, на которой уже находится музей военно-исторический имени Суворова. Тоже рекомендую. Побывайте. Убьете 2 зайцев как минимум, а то и 3 разом. Это побываете в Суворовском музее. Это побываете через дорогу Таврический сад. За ним, если уж будет совсем интересно, и у вас маленькие дети, музей воды. Это организованный водоканалом. Все там. А мы плавно и постепенно подходим к Овсянникову. Правильно же говорю? Овсянникову саду. В народе, даже уже в советское время, овсянка. Как помнится, вроде бы здесь был придан гражданскому суду писатель Добролюбов. Если кто-то смотрит меня из Петербурга и кто застал 50-е, наверное, 60-е годы, то есть на территории этого сада проходили битвы за район среди пацанов. Вот. Кто тут на пригорке курил из банды, тот и главный на районе. Сюда приходили из Лиговского проспекта и с других улиц, наверное, Семенцова, я думаю, тоже сюда могли приходить. Все думаете, что за Семенцы, скоро будет. И там побываем. Такой вот замечательный летом парк. Люди загорают, играют в теннис. Район, правда, хороший, тихий. Вы в центре. У вас Восстание, метро рядом. У вас площадь Александра Невского рядом. Если повезет, вы в другом краю, с Песков, и до Чернышевска недалеко. Цены, я думаю, вы сами сможете посмотреть. Но получите все прелести старого фонда. О них говорить не буду. На профильных каналах, наверное. Но для тех, кто в погоне за ощущениями и историей, на самом деле рекомендую даже хотя бы снять, может быть, на месяц, может быть, на пару дней, может быть, хостел, может быть, квартиру, но пожить, прочувствовать этот местный вайб. Так, мы тут плавно вышли на Бакунина. Бакунина, кстати, тоже прямиком упирается в Неву. Там у нас Невский. По правую руку будет Третья Советская. Налево уходит в
внезапно Херсонская. Ну ничего, ничего. Так, нам бы в тенек. Опять же, сегодня, можно сказать, нетипичная для Петербурга погода. Очень солнечно. Очень жарко. А вас познакомили? Но что жаловаться? Надо радоваться. Вы посмотрите, да? Красота. Красота. Это вот глазурированная плитка на стенах. Да, это у нас это в ваннах, в туалетах, а тут снаружи здания. Красота. Опять же, да? Современная постройка, историчная, дореволюционная. Там правее Сталинка конца 50-х. Соседствует с такими шедеврами, что ли. Так, что у нас с светофором? Я не понимать. Вроде зеленый. Сейчас мы с такими успехами и до, кстати, Дегтярных бань дойдем. Да. Уже недалеко. Уже рядом. Опять на Второй Советской. Была у меня мысль, не знаю, один дом вырулить на крышу. Но это все чревато рекламой этой крыши. Обоснованный. Не слабее, а еще сильнее. Вот такой вот, здравствуйте, питерский вайб. Сидим, чилим, ляпота. Хороший момент, да? Обратите внимание на вот эту вот особенность здания, да, и вот это вот снизу кирпич, а сверху оштукатурено, то бишь был дом к дому, и скорее всего в Великую Отечественную дом был разрушен. В ходе ли бомбежек, в ходе ли пожаров, дом был утрачен. Вот. То есть прям вот прям стройка была, да, между двумя зданиями. Советский, наверное, еще 20-х годов. Конструктивизм, пожалуйста.
Прекрасно. Дегтярная. Ну, как мы понимаем из названия, бани Дегтярные. Они здесь. То есть вот у нас Невский проспект на горизонте в 2 шагах. И, собственно, грандиозного ничего показать не могу. Внутрь не пойдем. Не знаю, какой день сегодня, женский или мужской. Наверное, что заглянем на двор. Наглянем. Посмотрим, как опять вот это вот любимое окна в окна. Как вам самим такое? Чудесно. Хотели бы. Так вот раз. А напротив вас. Пожалуйста. Чудеса. В одном из, наверное, зимних видео как раз была прогулка по Староневскому. Назывался, по-моему, Староневский. Как раз та часть Невского, которая идет от Александра Невской лавры до Восстания. А вот мы, собственно, сюда же попадаем. Район Пески находится слева от Невского. А вот мы на нем. Справа Восстание, слева Лавра. Засим кланиваюсь. Спасибо, что были со мной. Такой замечательный день. Прошу поставить, если понравилось, лайк. Все-таки оставить комментарий, свое мнение. До свидания.